Казалось бы, что интересного можно обнаружить в капле дождя? Однако новые научные исследования говорят о том, что немало. Дождевая капля — это целый химический реактор, и от происходящих в нем процессов зависит здоровье человека и в целом жизнь на нашей планете. Кислую реакцию дождевой воды в 1696 году обнаружил англо-ирландский химик и богослов Роберт Бойль. Правда, он не понял, что происходит и от чего вода становится мутной. Разгадал это в 1852 году фотограф-любитель из Манчестера, который зачем-то добавил раствор соли бария в дождевую воду. По характеру реакции он понял, что обнаружил в дожде серную кислоту. Конечно, поначалу научное сообщество подняло его на смех. В то время наука считала, что углекислый газ, который содержится в атмосфере, растворяется в каплях воды, образуя слабую угольную кислоту. И кто такой вообще этот фотограф, чтобы претендовать на научное открытие? Но потом результат перепроверили и обнаружили в дождевой воде не только серную, но еще и азотную, муравьиную, щавелевую и уксусную кислоту. Сделать это было несложно. Индустриальная и технологическая революция XIX века была в самом разгаре сжигания ископаемого топлива в немыслимых до этого объемах, способствовала выбросу в атмосферу углекислого и сернистого газа. Началась эпоха кислотных дождей. Сперва ученые отнеслись к ним весьма благосклонно. Если дождь несет на поля серу и азот, это же замечательное удобрение. Но вскоре оптимизма поубавилось. Выяснилось, что кислотные дожди закисляют почву, убивая в ней биоту, и резко снижают урожайность сельскохозяйственных культур. Кроме того, они негативно влияют на иммунитет деревьев, в результате чего гибнут леса, и напрочь убивают все живое в закрытых водоемах. Рост сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких — тоже их вина. Индустриальная революция погубила миллионы жизней, тысячи гектаров леса и тысячи прекрасных озер в США, Канаде и других странах. А еще она изменила облик городов. Именно кислотным дождям Тадж-Махал обязан своей желтизной, а сделанная из меди статуя свободы — своим зеленым цветом. В 2009 году кислотные дожди размыли основание горы в китайском уезде Улун и вызвали оползень, унесший жизни 74 человек. Красивые черепичные крыши появились в европейских домах не от хорошей жизни. Кислотные дожди легко разрушали металл и камень, а черепица могла им противостоять намного дольше. В 1972 году ООН признала кислотные дожди экологической проблемой международного масштаба. С тех пор с экологией в Европе и Америке стало намного лучше, но дождевая капля по-прежнему остается дождевой каплей, то есть очень сложным по своему химическому составу веществом. Помимо кислот она содержит, например, ионы аммония, железа, натрия, кальция, марганца, магния. И все это парит над землей в виде облака, пока не прольется дождем на землю. Примерно половина неба нашей планеты постоянно закрыта облаками, которые в основном блуждают в тропосфере, на расстоянии от 1 до 5 километров от поверхности Земли. С течением времени облако бесследно растворяется, за исключением 15%, которые выпадают в виде осадков. В зависимости от влажности и температуры того места, где это происходит, они могут достичь Земли или испариться по пути к ней. Любое облако живет примерно 1 час, но, испаряясь и конденсируясь, может путешествовать на расстояние в несколько километров. Для этого явления придумали специальный термин — трансграничный перенос. Из-за него кислотное облако может образоваться где-то в США, а потом пролиться кислотным дождем на Канаду. Чтобы вода превратилась в каплю, ей нужен центр конденсации. Над морями и океанами эту роль выполняют кристаллы соли. А если облака образуются над индустриальной зоной, то таким центром могут служить любые другие частицы, например, оксиды железа и марганца, которые выбрасывают в воздух предприятия. В результате мы имеем в каждой капле нечто вроде химического реактора, который дает нам на выходе целый набор кислот.
В облаках морской атмосферы их концентрация незначительна. Но над промышленными районами, где СО2 намного больше, реакции идут иначе, и образование серной кислоты происходит совсем по-другому, более опасному сценарию. Справедливости ради, нужно сказать, что кислотные дожди может спровоцировать не только деятельность человека. Иногда в этом повинны природные явления. Так, в 2014 году за 6 месяцев активности исландский вулкан Баурдарбунга выбросил в атмосферу более 11 миллионов тонн сульфата серы. Однако человечество давно переплюнуло вулканы. В 2019 году объемы диоксида серы, которые выбросила в атмосферу Южноафриканская энергетическая корпорация Eskom, превысили показатели энергетических секторов целых стран, в том числе США и Китая. В какой-то момент всем стало очевидно, чтобы окончательно не загубить окружающую среду, а заодно и здоровье всего человечества, нужно как-то сокращать выбросы сульфида серы. Для этого для электростанций придумали скруберы, установки, где выбросы газа предварительно обрабатывают щелочной водой. То есть каталитическое окисление происходит не в атмосфере, а в скрубере. Но поскольку скруберы удорожают вырабатываемую энергию на 30%, то Китай, Россия и страны третьего мира их не используют. Почти не применяют они электростатические фильтры, которые улавливают пыль из выбросов. И можно было бы сказать, что это личное дело этих стран, если бы не одна досадная мелочь, тот самый трансграничный перенос. Казалось бы, кислотный состав дождей изучен. Однако природа продолжает преподносить ученым сюрпризы. Недавно международный научный журнал Nature опубликовал данные о новой кислоте, которая была обнаружена в дожде. Это новое антропогенное вещество называется трифторуксусной кислотой, ТФК. Она представляет собой одно из так называемых вечных веществ, прочные связи углерода и фтора в которых не способны разрушить естественные процессы. Поэтому они сохраняются в природе невероятно долго. Ученые и регулирующие органы расходятся во мнениях относительно угрозы, которую она представляет. ТФК обнаружилась в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека. И везде исследователи фиксировали рост ее концентрации. Эксперты ООН заявляют, что до 2100 года концентрация ТФК будет представлять минимальный риск. Однако некоторые государства и корпорации уже обратились с просьбой пересмотреть эту оценку. Европейские экологи заявили, что повышение уровня ТФК может нанести необратимый вред планетарным границам. Но у новой дождевой кислоты есть мощное лобби. Это такие отрасли промышленности, как холодильная, агрохимическая и фармацевтическая. Ставки высоки, поскольку регулирование ТФК может иметь для них далеко идущие последствия. Противники антропогенного происхождения ТФК указывают на то, что в океанах содержится огромное количество кислоты, и это говорит о ее естественном происхождении. Их оппоненты приводят другой довод. Микробные процессы, которые могут привести к образованию такой кислоты, науке неизвестны. Но если по поводу океанов еще можно спорить, то резкий рост ТФК на суше, несомненно, вызван деятельностью человека. Научные данные о ее негативном воздействии на организм человека довольно противоречивы. Пока ученые спорят, уровень концентрации трифторуксусной кислоты в окружающем нас мире и нас самих продолжает расти. И чем это обернется в реальности, никто не знает. Если вам близки эти мысли, поддержите видео лайком. Это помогает продвижению видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы самых важных тем нашего времени. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этой угрозе. Ваши мнения формируют наши будущие выпуски. И, конечно, поделитесь этим видео с теми, кому не все равно. До встречи в следующих историях.